Они были здесь всегда. Еще до крещения Руси, до первых князей. Они жили во тьме чащ, шепоте старых лесов. Их называли по-разному. Волкодлаки, вовкулаки, перевертни. Но суть одна — это оборотни. Оборотень — это человек, продавший душу темным силам ради звериной мощи. Днем он ходит среди людей, улыбается, смеется, абсолютно как все. Но когда луна поднимается над лесом, кожа его трескается, кости ломаются и срастаются заново, а из горла вырывается хриплый вой. Тогда он уже не человек, а голодный хищник, жаждущий плоти и крови. Тени оборотней бродят по миру с древнейших времен. В Скандинавии верили в берсерков, впадающих в звериную ярость. В Германии боялись вервольфов, волколаков, но на Руси оборотни были хуже. Здесь они не просто звери, они нежить, твари, в которых вселялся бес. Первые упоминания о них встречаются еще в древних летописях, где говорится о волках в человеческом облике. У них была повышенная волосатость, кривые ноги, сросшиеся брови, а также широкие ладони с волосами между пальцами. Некоторые летописи также описывают оборотней как более крупных и сильных, чем обычные волки, с более широкой грудной клеткой, длинными лапами и хвостами. Если говорить про оборачивание, то согласно вере славян, человек мог превратиться в зверя либо по своей воле, либо не по своей. Не по своей воле оборотнями могли стать люди, которые были прокляты кем-то, либо те люди, которых укусил зверь. Вышеперечисленные превращались в волка против своей воли, повинуясь какому-то внутреннему зову. Они не могли контролировать процесс оборачивания. Не в силах противостоять этому, проклятые срывали с себя одежду, превращались в волков и убегали в лес. Согласно летописям, все попытки удержать оборотня ничем хорошим не заканчивались. При этом человек обычно не помнил отрезок времени с момента начала оборачивания до обратного возвращения к человеческому облику. То есть в это время оборотень находился в состоянии гипноза или транса. Но можно было, хотя и не всегда, снять с человека это проклятие. Для этого зверю надо было услышать колокольный звон, попить святой воды или поесть освященной пищи. Говорят, они могли принимать человеческий облик, жили среди людей. Но когда восходила кровавая луна, плоть рвалась, кости ломались, и из человека вылезал зверь. По своей воле в животных превращались колдуны, которые использовали средства языческой магии, шкуру медведя или волка. Эта шкура была своеобразным катализатором в процессе оборачивания. А если обычный человек хотел сам превратиться в зверя, но не мог и не знал, как это сделать, то он шел к колдуну. Колдун брал необходимый предмет – нож, кольцо, пояс – и накладывал на него заговор. И уже с этим предметом появлялся новоиспеченный зверь. Но согласно легендам, стать волком можно было и без помощи чародеев. Для этого существовало множество способов, от наивных – выпить дождевой воды из волчьего следа или поваляться по траве, до самых жутких, например, в полнолуние убить младенца и выпить его кровь. Подводя итоги, я уверенно скажу, что никаких оборотней не существует. Эти рассказы о вурдалаках – это сплошные легенды и страшные страшилки, которые передавались из поколения в поколение. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы уведомления о моих новых роликах всегда вам приходило. С вами был Дима Котов. Еще увидимся.